Приветствую вас у себя на канале. Сегодня у нас кофеварка DeLonghi. Аппарат не взбивает молоко. Пар идет, но молоко не подтягивает. Сейчас я вам покажу. Так, у нас идет молоко. Выбираем. Так, где наше молоко? И нажимаем. Видите, да? Пар идет, но молоко не подтягивает. Это понятно, это не молоко, это я залил воду. На молоке я не проверяю, я проверяю на воде и добавляю колпачок жидкости для удаления кофейных отложений. Ой, извиняюсь, молочных отложений. Вот так как бы, ну, вполне достаточно оно должно работать и должно промывать систему. Заодно и покажут, что с ним происходит. Пар дает, молоко не подтягивает. Водичку мы сможем пролить. Водичку он подтягивает. И начнем потихонечку. Есть несколько вариантов. Это проверить клапана. Я его уже предварительно разобрал, чтобы не занимать ваше время. Убираю крышку. Итак, нам надо проверить дренажный клапан. Когда он начинает готовить молоко, когда он пытается приготовить молоко, у него должен отработать клапан дренажный и немножко сбрасывать часть пара избыточного в поддон. Если он этого не делает, он может пережигать саму насадку. Я сейчас проверю дренажный клапан, я проверю вот этот клапан. И если это все не поможет, скорее всего поменяем полностью вот эту насадку. Поэтому я сейчас снимаю верхнюю крышку. Мне надо будет открутить здесь саморез с обратной стороны и два самореза по сзади аппарата. И сниму вот эту переднюю накладку. Мне надо будет открутить здесь и открутить с этой стороны, там где ставится контейнер, еще один заморез. Я это все откручиваю, я его разберу и будем разбирать сам бойлер, снимать и добираться до клапана. Сейчас я пока все это откручу и потом мы продолжим. Итак, аппарат я крышки поснимал, все, что мне мешает. Когда будете снимать верхнюю крышку, не забудьте выбрать зерно, потому что снимается полностью с этим самым, с вороночкой, вот для, ну, с бункером для зерна, и у вас все высыпется. Поэтому зерно выбрали, потом поднимаем верхнюю крышку. Изначально нам надо вот этот клапан, но он пока во вторую очередь будет, потому что он больше как запорный идет, и давление он перекрывает на этот самый. Мне интересует вот этот больше дренажный, этот мы уже посмотрим прицепом. Добираемся до дренажного клапана. Здесь нам надо будет открутить пару саморезов. Так, открутим вот это, чтобы нам не мешало. Заземление скинем. Убираем. Так, вот здесь нам надо снять фиксатор проводов и трубок. И вытянем отсюда все. Ну, просто освободим провода, чтобы они могли свободно провисать, чтобы ничего не тянуло. Так, здесь мы все освободили. Откручиваем нижний саморез держателя бойлера. Так, левой рукой немножко неудобно, поэтому не удивляйтесь, что у меня руки скачут в разные стороны. С этой отверткой. Так. Есть. Низ мы освободили. Откручиваем верхний саморез. И теперь можем немножко вытянуть бойлер. Нам надо открутить этот клапан. Для этого нам надо его перевернуть. У нас держит вот эта трубочка. Мы ее сейчас откинем.
Все, теперь мы можем аккуратненько, старайтесь только не вырвать термодатчик, потому что он может выйти из строя очень легко. И откручиваем сам клапан. Не хочет руками. Клапан горячий, в руку тепленько. Беру в сторону. Все, снимаем его отсюда. Снимаем уголочек. Все, клапан у нас откинутый. Мы только снимаем провода. Вообще очень рекомендую. Если вы раньше никогда не снимали, не знаете, как провода должны быть, всегда их подписывайте и дополнительно фотографируйте. Это вам сбережет нервы и, возможно, даже деньги. Сейчас мы проверим этот клапан. Можно сразу перейти к насадке, но есть нюанс. Если этот клапан неправильно работает, он может неправильно, ну, правда, неправильно будет термостабильность, неправильно, скажем так. И он будет пережигать следующую насадку. Поэтому обязательно надо клапан проверить. Здесь у нас два самореза. Они у нас идут звездочка. Так, где это у нас? Так, надеюсь, на видео не сильно скачет. Я в кадре. Откручиваем. Стараемся не терять ничего. Нам надо достать центральный боек и проверить клапан. По электрочасти он будет работать. Вы можете его прозванивать, катушка живая, он будет клацать. Но есть вот такой нюанс. У нас с двух сторон подпружинены такие коврики резиновые. Нам надо, чтобы они нажимались очень мягенько. И видите, да? Он не нажимается. Здесь вот он пружинит. С этой стороны очень туго. Он не рабочий. Все, клапан не рабочий. Он, в принципе, может выполнять какую-то свою функцию, но полноценно не дает аппарату работать так, как он это должен делать. С двух сторон он обязательно должен подпружиниваться. Я беру новый клапан. Не знаю, если у вас есть желание, заморачивайтесь с этим. Навряд ли у вас что-то получится его реанимировать. По крайней мере, надолго. Ну, у меня еще не получалось. Эти клапана не так дорого стоят. Там порядка 600-700 гривен. Но ваше время не стоит того, чтобы играть в эти танцы с бубном. Все, мы берем новый клапан. Номера деталей, которые нам нужны, я все укажу. Все, мы взяли новый клапан. И теперь будем его пересобирать назад. Так, я извиняюсь, был телефонный звонок, пришлось отвлечься. Давайте мы сейчас продолжим. Это я все убираю. Старый клапан мы забраковали, выкинули. Новый проверять нету смысла, потому что он только с упаковки должен быть, ну, в принципе, рабочий. Не забываем, у нас на клапанах стоят метки. Где этот? Вот метки, да, здесь лучше видно. Это вход. И смотрим, когда мы снимаем любой клапан, когда мы снимаем, смотрим меточку, как он у нас стоял, и обязательно запоминаем, ставим в такое же самое положение.
Все, защелкиваем заглушку. Берем наш аппарат. Для удобства сразу можно снять вот этот уголочек. И мы его пристегнем сюда сразу. Ну, чтобы потом не танцевать вокруг него, так будет немножко удобнее. Потом дожму, когда он будет на двух саморезах. Ну, так просто удобнее целиться. Так, все, попал в него. И начинаем прижимать его. Так, сейчас я ближе подвину, чтобы мне удобнее было. Не на... Все. Все, прижал хорошо. И теперь можем устанавливать его на место. Так, пристегнул. Здесь одеваем трубку. Тоже пристегиваем. Так, теперь бы вспомнить, куда я делал одну защелку. Вот она. Так, не забываем дренажик одевать. И пристегиваем провода, которые у нас тут были. Где земля у нас отвалилась? Вот она. Не она. Вот этот у нас сюда цепляется еще один провод. Так. И устанавливаем это все в свои родные места. Так, я сразу прикручу вверх. Здесь у нас такой недлинный саморез был. Вот он. Здесь нам длинные не нужны. Разверну. Мне правой рукой удобнее, потому что виде это хорошо, но надо же сделать все-таки правильно. Все, я прихватил. Теперь я прикручу нижний фиксатор. Вот он. Проводов, который у нас был. Вот этот. И поставлю все проводочки на место. Насадку я поменяю сразу, чтобы 10 раз его не включать, не перезапускать. Если она уже не тянет, это уже все. Это уже этот самый последствия. Я уверен, что причина была именно в клапане. Поэтому все, я его прикрутил. Прикрутим теперь назад крепление и прикрутим
Так, это у нас сюда пойдет, это сюда, это сюда. Все будет хорошо. А, это сюда идет. Ладно. Так, здесь я все уложил на место. Бойлер полностью стоит на своем уже посадочном, прикрученный. Все нормально. Поменяем сразу насадку. Потому что если она уже не тянет, ну, уже однозначно она под замену пойдет. Снимаем дренажную трубку с термоблока. И здесь вот у нас два самореза. Один саморез и там второй саморез. И откручиваем саму насадку. Старайтесь, чтобы у вас саморезы никуда не проваливались, чтобы их не искать потом. Вот у нас трубочка, и она идет сюда к клапану. Тоже снимаем ее. И вытаскиваем. Есть. В принципе, можно здесь отстегнуть ее, оставить на месте, только поменять саму насадку. Но насадка у нас идет. Насадка полностью в комплекте идет с трубками, с термодар, ой, с этим, с микриками. Поэтому поменяем все вместе, уже будет новая. Хотя мы микрики, ну, не обязательно менять, можно просто перестегнуть и все. Ну, в смысле открутить и так полностью колодочку оставить старую. Заводим трубку. Заводим ее сюда под низ, как она была. Лучше это делать сразу, это удобнее, чем когда вы уже прикрутите все. И меняем проводочки. Опять же, если никогда это раньше не делали, сфотографируйте это и все. Вот уже не туда поставил. Он в перевернутом положении, я вот так их втулил. Так, есть. Точно так же снимаем и одеваем сюда. Есть. Заведем ее по трубочку, так лучше станет. Все, теперь нам надо смотреть, чтобы поставить его на место. Поставили и каким-то образом стараться. Хорошо себе присвечивайте. Нам надо теперь зафиксировать саморезами. Я пока наживлю, уже потом выжму сразу два. Есть. Так, я буду немножко разверну его, чтобы мне удобнее было.
Водичка у нас тут осталась. Все, рамочка зашла. Здесь у нас прикручено. Опять же, не забываем дренажик. Как бы не смертельно, но просто он у нас будет течь куда ни попадя. Нам этого не надо. И этот дренаж вот сюда вот он идет, и вот сюда будет стекать избыточное давление с термоблока. Ставим дренаж с клапана. В принципе, все. Это я пока уберу в сторону, чтобы оно не сильно мешало. Это нам остается сувенир. И сейчас пробуем запустить ее. Полностью я ее собирать пока не буду. В этом нет необходимости. Нам надо только включить и проверить. Так, еще раз проверяем, чтобы у нас никакие провода не болтались случайно и трубки. У нас все на месте, все подключено. Провода все как должно быть. Просто будет обидно, если оно просто сразу дымом все уйдет. Сейчас аппарат включается, выходит на режим. Так, водичка у нас бежит. Этот клапан отрабатывает у нас. Закрылась, да? Ну, на всякий случай я его еще гляну сейчас. Все-таки гляну. Хуже не будет точно. При необходимости тоже заменим. Сыграем, скажем так, на опережение. Все, включаем молоко. Выбираем молоко и подтверждаем. Слышите, да? Дренажный клапан начал работать. Он немножко сбрасывает давление именно с бойлера пара. Сработал один клапан. И все у нас прекрасно работает. Все, проблему мы нашли. Вышел из строя дренажный клапан. Вот пока выключу, быстренько гляну еще этот клапан. И будем закругляться. Все, я аппарат выключил. По этому клапану. Полностью его снимать в принципе не обязательно. Нам достаточно открутить саму электрокатушку. Опять же, обязательно отключайте от сети. Можно случайно закоротить аппарат. Поэтому обязательно. Если он сейчас нормальный, я его собираю обратно, он так остается. Если к нему будут какие-то вопросы, опять же поменяем на новый, на опережение.
Будем спать спокойно. Там все чисто. Туговатый. Здесь нормально, более-менее. Здесь подклинивает. Все, клапан я тоже меняю. Все-таки с ним тоже проблемка. Может, только начинается, но он немножко подкапывал, поэтому ему все-таки подозрение появилось. Это откручиваем. Опять же, мы смотрим. Вот у нас метка. Там, где вход. Берем следующий клапан. Это обычный клапан, скажем так, запорный. Сейчас найду, где у меня... А вот он стоит. Опять же, берем новый. Все эти бэушные, но рабочие, это все не вариант. Это где-то кто-то снял точно такой же, практически не рабочий. Так, номер, да, если... Вот идет номер клапана. Вот мы меняли дренажный клапан, номерочек. Надеюсь, вам видно. Но я в описании напишу. Я его не вверх ногами показал, вверх ногами. Ну, согласен. Вот. Я в описании прикручу все, что мы меняли. Вот у нас идет номер самой насадки, точнее переходника этого. Так, вот у нас меточка желтая. Мы его собираем на место. Пока наживлю. Потом все обтянем уже. Вы если купили вот такой клапан и желтую метку плохо видно, пока вы ее рассмотрели, пока достали, сразу поставьте себе маркером пометочку на вход, потому что сильно светлой окраской, ну, плохо видно. Можно в процессе сборки уже просто по запаре перепутать местами, ну, положение, и он не будет держать. Так, поставили. В общем, как это часто и бывает в подобной ситуации, меняется все хором. Насадка и все клапана практически. Скажем так, все по классике получилось. Так, это мы сейчас уберем, чтобы не мешало. Все, сами вот эти старые клапана оставляем на сувениры. Там кому-то винтики пригодятся, кому-то может какие-то крепления, гаечки. Это уже кому как надо. Все, молоко он у нас приготовил. Клапан, который был тоже под вопросом, мы заменили этот клапан, заменили насадку. Работает хорошо. Все, не забывайте подписываться. Возможно, вам будет интересно какие-то дальнейшие видео. Возможно,
для вас что-то будет новенькое, либо просто залипательное. Все, удачи вам, до свидания.